Всем привет, друзья! С вами Домюрат, и мы продолжаем играть Европа Универсалис 5. Куда я полетел? Так, в прошлом выпуске у нас были очень интересные войны. Мы забрали Тверь. а, Мы повоевали со Смоленском, забрали у них деньги, унизили их. Мы забрали Ростов. И потом, в конце игры, я только сейчас заметил, я совершил огромнейшую ошибку. Я зачем-то высвободил Переяславль. Сразу об этом хочется сказать. А, Зачем нужны стримы? Ну, чтобы как раз вы не повторяли ошибок стримеров, правильно? Потому что Переяславль-то у нас был нашими национальными провинциями, я зачем-то его высвободил, вот. А теперь нам надо как-то эту ситуацию решать. Я думаю, мы скормим тогда Переяславлю Ростов, раз на то пошло. Давайте с этого и начнем. Переяславль, передача района, Ростов. Вот. Ну и не только Ростов, пожалуйста. Петровск еще, Борисоглебск. Можно сразу весь как бы этот регион ему отдать или нет? Передача провинции. Да, передача провинций. Ну вот, теперь Переяславль у нас сильный вассал, чуть ли не сильнее, чем мы. Я не знаю, как мы будем из этой ситуации выходить. Ситуация не очень, прям скажем. Но посмотрим, что мы можем с этим сделать. Далее. Я думаю, все-таки оставим Тверь себе, раз уж мы потеряли Переяславль. Нам надо оставлять Тверь себе, во-первых. Затем нам нужно убедиться, что все вассалы лояльны, и поулучшаться с ребятами, которые в коалиции сейчас с нами. Я думаю, нам вот этот Трапезунд, вот это вот Сербия, то, что мы тут улучшаемся для Денбраков, все это нам нафиг не надо. Вместо этого нам нужно с ребятами из коалиции поулучшаться. Кто у нас в коалиции? Давайте посмотрим. Где она у нас вообще, эта коалиция? Вот она. Тверь, пофигу. Дмитров. Давайте с Дмитровым улучшаемся. Да, мы... Вообще, наверное, мы зря напали на Тверь, честно говоря. Вот сейчас вот я понимаю. Наверное, нам нужно было просто дипломатически всех вассалить. А так мы, посмотрите, мы мнение с Рязанью, например, с Муромом. Сильно, короче, ухудшили мы мнение со своими соседями. Так что это было не лучшее. Ну да ладно, будем как-то выбираться из этой ситуации. Значит, с Дмитровым улучшаемся. Кто у нас еще в коалиции там? Ну, давайте еще с Тарусой поулучшаемся. Чтобы они тоже не гневались на нас так сильно. Что еще я хотел сделать? С Белоозером. У нас же союз с Белоозером. Они... не хотят стать моим вассалом. Давайте тоже поулучшаемся с ними. Вот, насчет вассалов тогда посмотрим сейчас, что будет. Далее. Что мы хотим? Мы хотим поменять принцип. С этого начнем. Вместо вот этой сети торговых контор у нас здесь должен был открыться новый принцип. Вот, королевский указ. Он даст нам силу короны. Упадок довольства снизит. И, что самое крутое, начнет смещать нас к централизации. Поэтому мы выбираем королевский указ. Он, соответственно, будет какое-то количество дней у нас вводиться. Ну, ничего не поделаешь. Будем вводить. Так, что еще? Браки, да. Я так понял. У нас нет смысла здесь династические браки делать. Мы и так все равно не сможем это сделать. Поэтому давайте просто... брак со знатным человеком. Мы теряем легитимность. Но... Подождите, это кронпринц. У нас великий князь не в браке. Нам сначала надо с ним разобраться. Во.
Да, никто так и не соглашается, к сожалению. Никому Иван не нравится второй. Брак со знатным человеком. Давайте. Оп. Ульяна только одна есть. А чё так мало? Ну давайте с Ульяной брак. Все, потеряли легитимность, но зато теперь у нас есть супруга у Ивана II, что очень здорово. Наследник. Можем ли мы сразу поженить наследника? Давайте посмотрим. Со знатным человеком никого нет. С простолюдином мы не будем его пока скрещивать, так сказать. Вот, так что я думаю, нормально оставим пока так. Далее, что еще мы хотим сделать? Я хочу дать привилегию мещанам. Привилегия — это развитие за месяц и смещение к инновации. То есть пособие на развитие городов мы хотим им дать. Таким образом, мы будем постепенно развивать наши провинции. Вот, и получать всякие бонусы, что очень круто. Берем. Все, готово. Дали. Священники недовольны у нас, но ничего страшного. Окей, это тоже сделали. Давайте, может быть, построим сержантерию какую-нибудь. Она у нас увеличит власть местного правительства, число рекрутов даст. Давайте, строим сержантерию в Москве. Отлично. Да, по культурам. Где у нас культура? Вот что я хотел еще сделать. Так, дипломатия, отношения, общество. Вот, общество, культура. У нас есть мирянская культура. Давайте мы ее добавим как приемлемую, а затем и как признанную. Потратим на это престиж, но это позволит нам, соответственно, получать больше бонусов от них, раз. Во-вторых, они будут постепенно ассимилироваться в московскую в любом случае. И еще, кроме этого, у нас будет больше рекрутов от провинции с этой культурой. Вот, поэтому с этим разобрались, культуру приняли. Далее. Что мы еще хотим? Вообще, Рязань уже довольно-таки большая, да, у нас? Надо бы с ними тоже поулучшаться. Давайте тоже с ними улучшаться. Улучшение мнения. Я думаю, мы не будем, скорее всего, на них нападать. Попробовать бы их завассалить как-нибудь. Но не знаю, уже получится или нет, раз они такие большие стали. И по исследованиям. Я хотел сразу наметить себе путь следующий по исследованиям. Где они у нас? Очередь исследований. Открываем. Эпоха Возрождения. Так, сейчас мы исследуем затраты досягаемости. Где-то тут была стабильность. Вот, стабильность. Вложение в стабильность мы хотим. Для этого нам что нужно? Для этого нам нужно, на самом деле, по правому древу идти, к сожалению. Тогда идем по правому. Идем сюда, идем сюда. Так, а дальше... Максимальная грамотность духовенства. Вложение в стабильность. Плюс 0,02. И вложение в стабильность плюс 0,01 тоже нам бы надо взять. Плюс грамотность горожан возьмем. Теперь мотаем месяц, давайте до ноября. Посмотрим, какая ситуация будет. Дипломатически аннексируйте подчиненное государство. Но я этого не делал. Я не понял, почему я получил ачивку. Но спасибо. Красильню, похоже, мы построили. Помогло ли это нам с товарами? Да не особо, да, я так понимаю. Давайте тоже промотаем месяц. Посмотрим.
Может, все-таки помогло как-нибудь, я надеюсь. Очень надеюсь на это. Ну, чуть-чуть помогло, но не очень все равно хорошо. Что-то надо делать. Красителей у нас прям серьезно не хватает для сооружений. Да. Бумага. Ну, бумага-то пофигу. Че бумага? Краситель. Надо что-то делать с красителями. Что-то делать с красильнями. Ну, в Москве опять строить чего? Давайте. В Москве еще одну красильню. Да. А если мы отменим сержант... Да ладно, пофиг. Хотя что-то сержантерия очень долго строится. Слушайте. Давайте, наверное, отменим ее. Отменим пока сержантерию. Построим... Все-таки нам нужно дефицит товаров как-то. Что-то делать с этим. На золото мы вообще ничего не можем, к сожалению. То есть нету золота совсем. С красителями, да, сейчас решим проблемы. У нас, кстати, парламент. Я думаю, мы не будем Казубели делать. Или, может быть, сделать на Тверь. Я даже не знаю, как лучше. В любом случае, давайте смотреть, что у нас тут есть в парламенте интересного. Содержание торговли. Сила короны плюс 50%, но нет поддержки. Лояльность духовенства. Скорость интеграции. В районе Тверь. Прикольно. Стоимость крепостных сооружений. Поддержка торговой экспедиции. Укрепление связи с ленником. Неплохо, на 0%. Финансирование сбора. Ну, в общем, поддержка процесса интеграции. Это мне нравится. Давайте это возьмем. Может быть, даже завершим. Все, парламент пошел. Нам нужно первым, на самом деле, нам нужно поменять правила опять. И мы меняем то правило, о котором я уже говорил. Это то, которое тоже ведет нас к децентрализации. Распределение... Вот, распределение власти мы меняем. Оно у нас снижает силу короны и ведет нас к децентрализации. Нам это не нужно. Нам нужно... наоборот, чтобы сила короны у нас была плюс. И чтобы максимальный налог еще был плюс. Вот, поэтому мы выбираем новый закон. Смотрим, что у нас еще тут есть. Поощрение аристократии. А за счет легитимности можно это сделать. Можно это сделать, давайте. Берем. Окей. Продвижение воинственного подхода. 2 неприязни к нам. Сейчас вообще это нельзя брать. Мы устанавливаем политику гражданское право. Для правила свод законов. Так. Стабильность минус 12. Это очень плохо. То есть у нас сейчас дается довольство сословий, смещение к крепостничеству. Гражданское право даст нам смещение к централизации и законодательную эффективность. Блин, прикольно, но у нас... Стабильность минус 12 очень много. Капиталистическая экономика. Минус 2,5 стабильности, зато мы сместимся к капитализму. В принципе, неплохо. Я, наверное, даже возьму. Что у нас еще тут? Изменение политики. Еще одно. Но опять терять стабильность. Но это не вариант. Но это не вариант. Да. Закрытые границы. Они хотят, чтобы мы сделали. Зачем нам это надо? Не, не надо. Можно было бы взять воинственный подход, конечно. Это даст нам плюс 12. Но это все равно 47 будет. То есть это не даст нам завершить парламент. Еще понизить все время сословия. У нас все сословия, блин, проблемы с ними. Пока ждем.
Сельская территория Можайск. О, мы получили престиж и поддержку. Спасибо, Можайск. Отлично. Еще стабильность. Спасибо, ребята. Вот эти положительные ивенты, то, что нам нужно было. Это очень здорово. Что нам делать с мятежниками? Вот в чем вопрос. Академические трактаты. Стоимость отмены привилегий, стоимость внедрения институтов. Отлично. Исследовали. Отлично. Казус, наверное, мы делать не будем все-таки. Я думаю, следующая война у нас будет с Новгородом. Теряем легитимность, престиж. Либо теряем 5 поддержки. К сожалению, мы теряем, наверное, 5 поддержки. Хотя... Нет. Я бы хотел все-таки выполнить Думу. Придется потерять легитимность, престиж. Так, тут у нас меняют религию что-то все по полной программе. Это что такое? Купить? Держава Дмитров предлагает купить право... А, это они нам дадут? О, это они нам дадут? О, спасибо, давайте. Офигенно, плюс 17 монет. Спасибо, Дмитров. Пожалуйста, проходите. За такие суммы. Без проблем вообще. Без проблем. Отлично, это было очень хорошо. Так, давайте все-таки что-то с парламентом делать. 70 дней у нас осталось. 2 неприязни. Придется нам, кажется, это взять. Берем. 53%. Так, теперь мы можем либо вот скорость интеграции, да, увеличить в Твери. Либо... А что у нас тут еще? Поощрение крепостничества. Теряем престиж. Не, спасибо. Нет, все. Мы либо, короче, делаем казус, либо процесс интеграции. Я думаю, процесс интеграции нам надо. Куда нам уже казусов? Хватит нам с казусами. У нас война с Новгородом предстоит нам. Тяжелая. Так что... Незаурядный ум у Болеславы Рюриковны. Отлично. Красителей все еще не хватает нам красителей. Надо что-то делать. Давайте на 3-й уровень тогда. Раз такие дела. Хорошо, давайте 3-й уровень в Москве красителей сделаем. Проблемы с красителями большие. Посмотрим, сможет ли парламент все-таки завершиться успешно. И... Нет, черная смерть. Ай-яй-яй-яй-яй. Белен Анна, это где? В Белен-Анна произошла ужасная трагедия. Недавно мы получили оттуда печальное известие. Горе нам. Из 1000 моряков, зашедших в порт, выжило не больше 10. Мы вернулись домой к своим семьям. Родственники и соседи пришли навестить нас, а мы выпустили в них стрелы смерти, сами того не ведая. Мы болтали и смеялись, целовали и обнимали своих жен и детей, а наши губы источали яд. Наши родные и друзья передали его своим близким. Через 3 дня все они погибли, и их тела были похоронены в братской могиле. Священники и врачи, навещавшие больных, вскоре тоже уснули вечным сном. О, смерть, жестокая и презренная злодейка, ты разрываешь узы родства и дружбы и разлучаешь отца с матерью, брата с сестрой, мужа с женой. Глубокая скорбь овладела нашими душами. Мы боялись бежать, но и не осмеливались остаться. Да, тяжело тогда жилось в это время. Какая жесть. И Белен-Анна станет источником эпидемии черной смерти. Я все-таки провел обсуждение парламентского вопроса успешно, и теперь у нас интеграция Твери. Плюс 20%. Надо будет сейчас с Можайска на Тверь. Да, с Можайска на Тверь переключим.
Да, точно. Вот это, что ли? Нет, это сарай. Ой, в сарае уже черная смерть. А где этот Белен-Ана-то? Где эта провинция? Источник, которая... Не очень понятно, но я смотрю, тут уже... В сарае, короче, она возникла. Прям в столице Золотой Орды. Может, мы, кстати, как-нибудь сможем этим воспользоваться. Это интересно. Но она сейчас к нам придет. Ой, а там война какая-то. Что там? Кто бьется там? Рязань? Старусой? Рязань Старусой? Интересно. Ладно. Что мы можем сделать? Покупка лекарств. Мы получаем стабильность, мы получаем легитимность. Рынок в Москве получает покупка лекарств. Это что такое? Это он типа закупает это все? Интересно. Ой, мы что-то до конца игры получаем? Покупка лекарств до конца игры. Это до конца игры мы получаем? Равновесная лояльность сословий. Смещение к традиции. Но до конца... Да не может быть до конца игры. Может быть, пока не отменим? Ну, одну монетку мы, да, будем тратить. А еще что есть? Проверить устойчивое к эпидемии сооружения. Да нет у нас сооружения, они очень дорогие. Да и мы не можем нигде их строить. Зато стабильность. Ладно, давайте. Покупка лекарств. Ну да, ее можно отменить. Но за стабильность, кстати, уже. Хорошо, покупаем лекарства. Пытаемся как-то что-то хотя бы сделать. Рязань бьется с Тарусой, но они аннексируют их. И давайте смотреть по сооружениям. Красители все строим. Золото, ювелирные изделия, слоновая кость. С золотом ничего мы не можем. Ювелирные изделия. Гильдия ювелиров. С нулем прибыли. Потому что не хватает слоновой кости и золота. К сожалению. И какой еще вариант? Торговая деревня, да? Да, торговая деревня еще вариант. А в Пушкино она уже есть, кстати. Давайте построим в Одинцово торговую деревушку. Мещане требуют привилегий. Можем им дать вместо бояр. Но они получат от нас строительные права. Стоимость сражения минус 5. Смещение к плутократии. Блин, может им дать это? Сколько у них довольства? 48. Если мы сейчас не пойдем на это, то у нас могут быть проблемы. А строительные права, на самом деле, хорошая какая-то такая привилегия. Стоимость сооружений понижает. Давайте дадим им строительные права. Все, мещан угомонили. У нас остались только крестьяне, да, с проблемными. Проблемные только крестьяне. Ой-ой-ой, смотрите, у нас бояре что-то строят. Мост. Они строят мост. Что это такое? Что за мост? Ой-ой-ой, они строят мост. Стоимость передвижения, местные затраты досягаемости. Спасибо, бояре, я люблю вас. Я люблю бояр. Все, я официально люблю бояр. Они молодцы. Это еще, по-моему, дорогое какое-то сооружение. Они его строят сами. Офигеть. Это очень круто. Это очень круто. Хорошо. Углич у нас в унии. И он вассал Ярославля. Ярославль мой вассал. Все, как здесь все, конечно,
Запутано. Так, это тоже мой вассал. Юрьев польский вассал Владимир. Владимир мой вассал. Муром вассал Новгорода. Новгород в унии со мной. Стародуб. О, а чё Стародуб еще живой, я не понял. Суздаль. Мой вассал. Стародуб. Ты чё? Улучшение мнения. Тверь. Тверь это наши враги лютые. Кострома в унии. Галич мерзкий. Галич мерзкий. Галич, ты мерзкий. У него моя культура? Ни хрена. Ни хрена у него не моя культура. Хз, может его лучше вообще будет завоевывать. А Ростов, кстати, чё? Ростов вассал Галича Мерзкого. А Пермь? Пермь молодец просто. Не знаю, давайте с Галичем Мерзким тоже поулучшаемся, чё бы нет. Со всеми поулучшаемся, погнали. Улучшение отношений со всеми. С Киевом тоже надо бы. И вообще с вассалами надо бы. Все, Медынь, наш национальный район. Замечательно. Отлично. И там наша культура, да? Да, там наша культура. Супер. Медынь есть. Так, давайте еще улучшение с Киевом. Угу. Вообще надо благосклонность, наверное, лучше. Когда у нас там... Держава Киев, Ленник, держава Золотая Орда. Он тоже в монголо-татарском иге, что ли? Я не знал, кстати. Подождите, вроде нет. Это отдельно Золотая Орда его данником сделала? Офигеть, блин, это плохо так-то. Это плохо. Ладно, что поделаешь. Все, интегрировали Можайск. Отлично. Теперь начинаем интеграцию Твери с бонусом плюс 20%. Где у нас интеграция? Интеграция. Тверь. Погнали. Отлично. Начинаем. О! И Коломну мы интегрировали. Супер, супер. Красота. Коломна — это красота. Все. О! Ну да, действие совет. Надо что-то новое выбрать. Можем двигаться к централизации. Как вариант. Можем усиление контроля сделать. Где у нас карта контроля? Усиление контроля в каком-нибудь Можайске была бы очень неплоха. Да. Что еще мы можем сделать? Прогресс мятежа, кстати говоря. Да, может быть, нам гасить? Мне кажется, надо гасить мятеж-то. Да, стабильность у нас вроде хорошо повышается. Легитимность у нас максимум. Давайте гасить мятеж. Подавление бунт. В смысле? А почему? Что? Да. Вот крестьянские инсургенты, да. Усиление борьбы. Окей. Давайте посмотрим. Интересное взаимодействие, конечно. Что они могут давить бунты. Ой-ой-ой, Кремль. 135 монет, у меня нету столько. Земли Руси постоянно подвергаются набегам, а нынешние укрепления вокруг Москвы явно недостаточно надежны, чтобы остановить неприятеля. Эти разорительные нападения мешают стране развиваться, и мы должны сделать все, чтобы защитить наш народ в эти неспокойные времена. Пора окружить мощными укреплениями стены
стены которых выдержат любую атаку. Первый московский Кремль был деревянным и состоял не только из стен и башен, но также из множества административных зданий. Строительство Московского Кремля было весьма дорогостоящим проектом, однако оно было необходимым. Простые деревянные заграждения, защищавшие Москву прежде, оказались неэффективными против осад и регулярных татарских набегов за рабами. Так, 135 монет. Начинает строительство сооружения Кремль. Кремль увеличивает процветание, размер гарнизона, оборону крепости и истощение врага. Так, и строительство Кремля, цена на каменную кладку и материалы нужны будут, короче, камень и дерево. Каждый ленник, кстати, мой получит мнение обо мне. Недружелюбные соседи сочтут строительство враждебным актом, а дружелюбные 135 монет. Ой, так, если мы не станем провоцировать, то минус 50 мнения каждого вассала. Разберем замок Ленника на стройматериалы. Ничего себе. За счет замка Владимира, да? Офигеть. Ну, нет, зачем нам так делать? Надо, конечно, первый вариант, но 135 монет. Может быть, нам отменить какие-то здания? Если мы сейчас отменим, то нам вернутся деньги. Кстати, кстати, возвращаются, да. 93. Еще что я строил? Я строил красильню еще. 118. Чуть-чуть не хватает. Блин, у нас чеканка выключена. Ай-яй-яй. Так. Плюс 8. Нам надо 135. Если это работает как в Европе, то нам надо где-то 20... 17 дохода. Если мы выкрутим все на максимум. На 1 месяц. То что будет интересно? А это все снизим. Мы же получим огромное количество денег, да? Нам нужна 20-ка. Давайте попробуем. Так, сделать такой хак. Сделать. Так, ну уж так жестко не будем, хотя, походу, придется, да? Плюс 16. Минус 3 будет сразу. Жесть. Плюс 0,21. Тоже минус 3 на священников. Слишком жестко. Так, если сделаем вот так. Почему он не обновляется? Сейчас обновляется. Сократим выплаты татарам. Плюс 19 получим. Ну, плюс 19 нас устраивает. Мы можем месяц прокрутить? Не, мы не можем месяц прокрутить. Зараза. Мы сразу возьмем займы?
Нет, не сразу. Не сразу. Все, сейчас все будет нормально. Мотнем месяц. Конечно, лояльность понизится. Все понизится, но... Да, собрали чуть-чуть. 0,95, и мы без займов. Сюда. Возвращаем все как было. Ну, мне кажется, это все равно стоило того. Так, а тут у меня было плюс 5, по-моему. Блин, надо больше, чем плюс 5. Давайте плюс 10. Окей. Все, отлично. Чеканка что-то пропала почему-то. Все, мы понизили, правда, все сословия, да? Лояльность со всеми сословиями. Зато Кремль строим. Улучшение отношений, плюс 10%. Отлично. Ну вот красильню все-таки давайте попробуем еще улучшить на 4-й. Не хватает очень красителей. Не хватает. Нет, все, черная смерть. У нас черная смерть. Так. Сооружения недоступны никакие. Бубонная чума. Жесть. В Москве, да. Сейчас полнаселение погибнет у нас. Что мы можем сделать? Укрытие для двора. Двор изолирован. Это чтобы наши правители не умирали. Мне кажется, можно сделать. Давайте, укрытие для двора фиганем. Что у нас еще есть? Контроль над производственным рынком. Запрет экспорта пищи. Ничего себе. Еще меньше довольства, да. Еще стабильность. Организация массового покаяния. Мы получим стабильность, кстати. Лояльность духовенства. Сила духовенства, к сожалению. Устойчивость к эпидемиям минус 10%. Да, религия, получается, не очень хорошо помогает от эпидемий. А наоборот, все типа собираются вместе, да, чтобы молиться и заражаются. Жесть. Интересно. Еще и мы 2 монеты будем за это платить священникам. Офигеть. Не, спасибо. Поиск виновных. О, это что такое? Скорость обращения групп населения. Терпимость к истинной вере. Смещение к традиции. Да, какая-то ерунда все это. Да, ничего не будем делать, ладно. И так сойдет. Так, Новгород, нам нужен Новгород. О чем, как мы будем нападать на Новгород во время чумы? О, каждая соседняя держава получает плюс 20 к мнению о нас. Давайте. А что по унии, кстати? Что по унии? Во, мы можем ввести систематизированное наследство. 5 престижа и 5 легитимности. Так, и это что значит? Как тут много всего написано. Так. При внедрении Московской унии каждый участник унии по возможности принимает правила престола наследия. Которая придерживается... Что? Ничего не видно. Заблокированные правила престола наследия нельзя применить. Уровень интеграции унии. +1.
Запрет на изменение. Ну, короче, мы запретим нашим униатам выбирать наследников. Ну, давайте. А чё, кто будет голосовать за это? Будут все голосовать? Давайте попробуем. Выведем на голосование этот вопрос. У нас 150 голосов. Нижний Новгород, Кострома и Углич. Ждем, что они скажут. Окей. Надеюсь, они согласятся с тем, что им не нужны наследники. Так, что у нас... у нас все сословия недовольны все еще. Лекарство с истекшим сроком годности. Ой, лекарство минус 45. Жесть. Врачи и другие медицинские специалисты предупреждают, что почти половина лекарств на наших рынках имеет истекший срок годности или содержит сторонние примеси, увеличивающие чистый вес. Эти просроченные товары не только опасны для здоровья, но и могут привести к новым вспышкам черной смерти. У нас лишь один выход — сжечь или уничтожить любым другим способом все запасы лекарств с истекшим сроком годности на наших складах. Так, мы сжигаем, мы теряем 45 лекарств, да? Теряем деньги. Но у нас деньги-то есть. Ну, вроде не так дорого, 36. Либо мы повышаем распространенность, что мы, наверное, вообще не хотим. Либо мы теряем лояльность мещан, что мы тоже не очень хотим. За счет них, да, мы, типа, можем это... Они теряют 34 монеты. Ой, наши купцы... Не-не, давайте первый вариант. Теряем лекарства, так уж и быть. Сжечь просроченные лекарства. У нас чума уже есть в Новгороде, интересно, ну-ка. Да. Еще как. Хотя если они умирают, мы тоже теряем налоги. Да. Насколько вообще у нас соотношение сил с Новгородом? У нас идеальный баланс сил. Угу. Ну, мы написано, мы сильнее написано. А у них вообще почему-то 0. Почему у нас... Откуда у нас рекорды? Что-то странно пишет. Боевая мощь, как будто у нас больше, чем у них. Население у нас 344, у них 651. Ну, в целом-то, наверное, можно повоевать. Рискнуть. Пока есть казус. 1 мая, да, истекает. Это февраль, март, апрель. Что у них по союзникам? Погнали. Что у них? Орешек. У них орешек, это их вассал. Где у нас орешек? Это вот этот мелкий вообще. Все понятно, ладно. Все, тогда начинаем войну во время чумы. Нет, Смоленск тоже против нас, походу. Если Смоленск против нас, то нам бы сначала тогда с ними разобраться. Собираем ополчение в любом случае. Так. Окей. Без Киева сможем ли мы... Блин, мы еще зимой. Еще во время чумы. Возможно, это закончится плохо.
Нет командира, да, давайте командир. Владимир, давайте, хороший командир. А здесь будет наш Иван. Соединяемся. Давайте сразу вот эту вот провинцию возьмем. А ты куда пошел-то? Ты куда пошел? Я же тебе сказал провинцию брать. Так, надо их объединить. Надо их объединить еще раз. И надо их сбалансировать. Надо... Да, присоединение включено. Угу. Давайте смотреть. Сначала надо выбить Смоленск, попробовать. А еще нам надо управление ленниками. Давайте, наверное, на поддержку попробуем их всех, чтобы они объединялись с нашими армиями. Так, ну смотрим. «68» — это кто такие? Это вассалы всякие Смоленска, да? Если я просто сейчас дам цель сосредоточиться на осадах. Так, по-моему, через Ctrl надо. Или через Alt. Ctrl. Да, вот через Ctrl вообще удобно. Вот, например, сождать вот это все дело. Давайте пробуем. Так, 2300 солдат. 4 пехоты, 1 кавалерия. Идут они в Волок. 21 марта будут. Если я пойду в Волок, то я приду когда? Я прибуду в 17:00, а они тоже в 17:00. Ну ладно, а кто будет атакующий? Непонятно, кто будет атаковать, неизвестно. Ну, надо посражаться. Так, что у нас тут? От битвы. У них левый фланг. Нет, это у нас левый фланг плохой. Ничего не понимаю. Что? «79 человек проиграли. Теряли. Окей. Угу. Давайте вернем их на... Пусть они самостоятельно действуют. А мы пойдем, уберем присоединение и пойдем сосредоточимся на саде все-таки. Этих всех провинций. А чё они в Можайске? Я же их победил. Они уже форт осаждают тут. Сада района Можайск. Я включил форт это. Да, они автоматически включились. Господи, я подумал, все. Как хорошо, что они автоматически включились. Хорошо мы тут объединились с вассалами и нормально грохнули Смоленск. А может они уже как-нибудь все? Нет, ладно. Все, осаждаем их районы, набиваем счет. Там у нас Тверь осаждают, да. Их выгнали, больше не осаждают. Вязьму взяли. Ой, наш правитель умер. Теперь у нас Андрей.
возрасте 23. Блин. Как так? От чего он умер-то? Жесть, может от чумы? Так, а у нас... Где у нас? Великий князь не в браке. Блин. Опять он не в браке. Что нам с ним делать? А, подождите, вот, брак со знатным человеком. С той же самой Ульяной? Серьезно? А, ну, получается... ну почему бы и нет? Давайте. Хорошо. Так, ну чё, Смоленск? Надо набивать еще счета, да? Просьба поделиться золотом. Что? Нет, конечно. Так. Ребята тут умирают, конечно. Но мы осаждаем тут, они отбирают обратно там. Это ерунда получается. Исключительный год. Стабильность плюс 7. Ничего себе. Прошлый год подарил нам богатый урожай во время чумы. Ну, нормально, кстати. Стабильность или деньги? Что-то мы, я смотрю, в минус уходим. Давайте возьмем деньги, наверное. 50 монет. А может, мы на эти деньги можем наемников нанять? О, наемники района Годяч. 125 монет. Не, спасибо. Так, ну нет, ну какая-то ерунда получается в этой войне со Смоленском. Тут уже Новгород пришел. Так, они сейчас объединятся. Давайте присоединять. А, присоединение включено. Хорошо. Кстати, тут есть тактическая карта вроде. Да, вот она. Оп. Зелененькая — это типа там, где лучше всего сражаться, что он не дает штрафов. Темно-зелененькая — это штраф 1. Оранжевенькая — штраф 2 и так далее. При атаке. У них будет подкрепление. Они идут... Труфаны. Труфаны, где это? Куда-то идут налево, получается, да? Сможем напасть. Давайте. Еще одна битва. Очень какая-то долгая битва. Ну, вон у них центр пал. Фланг пал. Все. Но мы получим... Блин, у нас много потерь. 165 людей. Ладно, возвращаемся к осадам. Ну чё, я уже несколько битв выиграл. Смоленск, давай. Минус 55. Желание воевать у них. Ну, пипец. Так, исследование. Верность ленников повысили. Эти отняли Волок обратно. Политика установлена. О, отлично. Единое правило престолонаследия мы смогли установить. Супер. Так. А, подожди. А, мы каким-то образом свой патриархат установили? Это как случилось?
То есть мы вышли из византийского, все, у нас московский патриархат теперь. Так, сейчас вернемся к патриархату. Что по унии? Нет политики, нет политики. Когда мы сможем следующее принять? Ой, через 8 лет. Все, до свидания. Так, что делать с патриархатом? Православие. Москва. Можно приглашать кого-то. Можно устанавливать правила, получается. Давайте установим. Это бесплатно или что? Религиозные правила. Вот это почему-то нельзя выбрать, да? Почему это нельзя выбрать? Требования. Там что-то, короче, что-то с рели... ну понятно, это не для православия вообще. То есть у нас только одна политика есть, двойственная природа. Вложение в стабильность. Ну, отлично, мне подходит, давайте. То есть мы это бесплатно прям? Ну да, мы только одни участники своего же патриархата, значит мы можем спокойно все правила установить и потом уже всех приглашать. Отлично, мне нравится. Так, высокая христология, терпимость к истинной вере. Что даст нам... Что он это нам дает? Довольство повышает. Групп населения, исповедующих основную религию. Угу, ну прикольно. А если вот низкая христология, то мы просто повышаем лояльность сословия духовенства. Ну давайте терпимость возьмем. Это более такой глобальный. У нас это еще не сразу примется, да? Через год только. Ладно, давайте дальше. Византийские обряды. Легитимность повышает за месяц. Местные обряды. Повышает культурные традиции. Вот это очень хорошо, кстати. Культурные... Нет, подождите, не культурные традиции хорошо. Хорошо культурное влияние. Культурные традиции — это оборонительная сила культуры в культурной войне, да. Но это еще дает религиозное влияние, а вот это уже здорово. Это уже, по-моему... Не знаю, это быстрее конвертирует другие религии, по-моему, или нет? Не уверен. Ой, ну тут еще дипрепутация, правда, есть. А дипрепутация — это на дипломатию, на доверие очень хорошо влияет. Да, вот тут выбор. Либо религиозное влияние, либо дипрепутация. Плюс 0,1. Религиозное влияние. А как посмотреть, сколько у нас его сейчас вообще? Религия. Терпимость святыни, скорость обращения, религиозное единство. Религиозное влияние. У нас его просто 0. Просто 0. Ну короче, за счет религиозного влияния мы можем созывать всякие события, типа синода. Все, я понял. Давайте. Тогда религиозное влияние все-таки возьмем. Сущность. Максимальный налог минус 10 на духовенство. Зато больше религиозного влияния. Либо больше налог на духовенство, но меньше религиозное влияние. Ну, вот это задачка. Ну, давайте меньше налог сделаем. Человек. Стоимость добавления признанной культуры минус 20%. О, прикольно. Смещение к традиции. Либо уменьшенная лояльность, смещение к инновации. О, инновация — это здорово. Инновация — это здорово.
Где она у нас? Инновации, да. Мы хотим к инновации идти. Давайте на инновацию тогда возьмем. Догматы, человек. Отвергнуть понятие ипостасей. Все. Смещаемся к инновации. Дальше. Маск. Илон Маск. Еще меньше лояльность. Больше терпимость к еретикам. Ну зачем мне это надо? Либо больше лояльность, больше религиозное влияние, меньше терпимость. Все, отвергнуть понятие лица. Что это значит вообще? Наш патриархат не будет использовать это понятие в своем богословии. Что? Интересно. А я это все бесплатно принимаю или что? Здесь написано выбрать 50 религиозного влияния стоит. Ладно, пока выбирается. Пофигу. Христологические споры. О, максимальная грамотность, но больше пищи потребляют. Либо еще больше влияния, но мы смещаемся к духовности. Так, духовность. Духовность или гуманизм? Мне кажется, то, что мы смещаемся к духовности, это хорошо. Это... Мы можем быстрее конвертировать в другие религии. В принципе, я с этим мог. Но грамотность это тоже здорово. Это, по-моему, влияет на принятие институтов, на прогресс исследований, да. Показывает, как хорошо население умеет читать и писать. Повышение грамотности в целом выгодно, так как ускоряет прогресс исследований. Однако, чем грамотнее население, тем больше на его довольство влияют рыночные цены необходимых для него товаров. Да давайте религиозное влияние возьмем. Так, и последнее. Двойной шаббат. Запретить, разрешить. Если разрешим, к сожалению, сила духовенства повысится. Но повысится прирост населения, кстати. И религиозное влияние. Если запретим, понизится грамотность. Повысится производственная эффективность. Я не хочу понижать грамотность. И мне нравится прирост населения и влияние. Давайте разрешим. Двойной шаббат. Все это принимается. Можем ли мы кого-то сразу пригласить? Можем. Еще как можем. Минус 32, плюс 1. Но вот надо начинать с тех, кто почти вот... Почти согласен, почти не согласен. Например, малое племя Хэтук. Все, это будет... Подождите, какое нафиг малое племя Хэтук? Это вообще где? О! Это у нас Алания, Грузия. Ну, может с них начать, почему бы и нет? На это тратится дипломат. Все, я понял. Давайте тогда кого-нибудь еще посильнее возьмем. Это мои вассалы. Республика Вятка. Княжество Дмитров. Давайте возьмем Дмитров. И Вятку давайте. Нет, нам нужен дипломат. Все, пока все. Дальше добавим. Так, у нас все меньше и меньше рекрутов. У них дела еще хуже. Вот еще 400. Успеем их убить? Надо попробовать. Да, моментально вайпнули их. Отлично получилось. Окей, новгородцы осаждают Можайск.
Пусть тратят своих рекрутов на Можайск, я не против. И Смоленск тоже туда пошел. Ну все, пусть они там стоят, берут мою крепость, а я пока спокойно уничтожу все их ресурсы и... дойду до Новгорода. Звучит как план. Ой, тут бит. А что тут Смоленск решил? И Смоленска больше, ребят, но они проигрывают. Но я не буду мешать. Как? Это кто так сражается у нас? Тверь? Ой, Тверь стала вассалом Ярославля. Отлично. И они так сражаются офигенно. А почему они так? Они еще осаждают их крепость. Они в меньшинстве. Офигеть, они победили их. Жестко. Так, ну я участвовать в этом во всем не буду. Я пойду, пожалуй... Да все, пора уже на Новгород идти. Но только не через битву. Не через битву. Давайте к Твери подойдем. Они взяли еще и Смоленск, офигеть. Ну, Тверь, я тебя люблю вообще. То есть все, мы Смоленск осадили полностью. Нормально. Так, подождите, давайте вот еще вот эти все провинции сейчас тоже осаждены будут. Оп, все. Смоленск полностью осажден. Новгородцы тратят время на осаду Москвы. Отлично. Все, давайте Смоленск убирать из войны. Мы можем сейчас у них вообще тоже хорошо тут что-нибудь поделать. Унижение, конечно же. Чтобы престиж взять. Репарации, конечно же. Деньги, конечно же. Что еще? Это что, выделение какого-то мелкого государства нам не интересно это. Разбор укреплений. Да, наверное, тоже, наверное, не надо. Пусть оставляют. Потом мне перейдет. Казнь правителя нельзя взять, да? Город Чернигов контролируется. Причем тут Чернигов? Запрет державе Смоленск вести строительство. Ух ты. Не имеет права возводить сооружения. Вау. А давайте по приколу возьмем. То есть они по экономике просядут тогда, если они не смогут ничего строить. Расторгают все договоры с властями. Я не знаю, что это. Но можно нажать. Понятно. Это отмена союзов. Это отмена союза. Так а почему они не пишут-то нормально это? Они бы написали, типа, расторгают все договоры с Новгородом. Ну вот, конечно, надо это взять, чтобы они убрали союз с Новгородом. Все. Так, и все, давайте. Заканчиваем. Убираем Смоленск. Все. Ну, надо поглядывать за их прогрессом осады Москвы, конечно. Ой, минус 28. Что-то мне это не нравится. Ну-ка, давайте-ка тогда... Не, наверное, надо убирать эту... Замечена комета. Супер. Минус 7 стабильности. Крестьяне видят приметы в чем угодно, и появление кометы вызвало панику среди них. Они уверены, что это дурное предназнаменование, что грядет конец света, и что в скором будущем нас ждет нечто ужасное.
Вот что значит плохая грамотность. Ам, Давайте нападем. Стоп. Балансируем сначала. Почему у нас фланг 100? Что это за ерунда? Почему фланг 100? 556. Направить на левый. Направить на правый. И вот этот на левый. Давайте все нападаем. А у них чего? У них... Ой, а у них вообще все в центре. Так мы их сейчас снесем так. У них вообще фланги пустые, они вообще не защищают. Ну все, да. Мы их окружили и уничтожили. Отлично. Можем их преследовать? Давайте догоним их. Давай, давай, давай. Ты от нас не уйдешь. Погоня. Давай, фигач их еще раз. Кажется, мы, правда, потеряли уже 2000 солдат, и это не очень хорошо. Че, давайте их добьем совсем. 366 человек у них осталось. Ну, можно призвать союзника Киев. Ну, отлично, Киев. Ты, как всегда, вовремя. Не, спасибо. У нас каким-то образом опять активировалась чеканка. Понятно, как так получилось. А, у нас еще парламент можно сделать. Ничего себе. Давайте созывать. Финансирование сельскохозяйственных поместий. Стоимость расширения сельскохозяйственных работ. Сроки расширения добычи ресурсов. Неплохо. Что еще есть? Поддержка торговой экспедиции. Регулирование рынка. Неплохо. Расширение лесозаготовок. Финансирование собора. Финансирование собора. Кафедральный собор. Подождите. Кафедральный собор будет? В Москве? Класс. Это мне нравится. Это я бы взял. Че, может взять собор? Ну, и торговая эффективность тоже классно, потому что у нас очень много чего не хватает. Но собор... Не, давайте собор. Берем собор. Что они тут хотят? Повышение мнения с графством Эпир. Да без проблем. Поощрение внимания к армии. О, идеально. Сокращение набора в ополчение. Нет, конечно, нет. Потребность в новом монастыре. В районе Броды начнет строительство сражения православный монастырь. За 10 религиозного влияния. Сооружение будет построено мгновенно. Класс. Да, это можно взять. Сохранение ценностей индивидуализма. Не хотелось бы. Давайте новый монастырь. Изменение политики. Традиционное распределение на распределение власти. Нет, нет, стоп. Нет, конечно, нет. Ну все, мы должны выиграть, в принципе, этот парламент. Отлично. Так, ну мы уже Киев звать не будем. Уже спасибо не надо.
поздновато. А вот преследовать их армию, это можно. Только они, походу, в какой-то замок убегают. Но давайте все равно. Замешаны в скандале. Блин, минус легитимность, престиж. Либо теряем поддержку. Мы не можем терять поддержку. Придется терять престиж. Все, мы вайпнули их армию. Да куда они все бегают-то? Продолжают. Так, в замке я не хочу сидеть. Это мне не надо. Так. У нас... Они стоят на самостоятельность, да? Угу. Хорошо, все, даем цель армии. Сосредоточиться все-таки на осадах опять. И вот это все надо забрать. Все, погнали. А что у нас, кстати, с черной смертью? 88. 151 тысяча человек у нас погибло от черной смерти. У нас, кстати, 0 районов. Она у нас ушла. Мы ее в Новгород принесли. Конечно. Ну-ка, давайте карту посмотрим. Все, она закончилась. Нормально. Мы, может, тогда можем отменить покупку лекарства? Или зачем стабильность только терять? 1351 год. Когда у нас можно присоединять будет наших вассалов? Можно уже присоединять. За 7 лет присоединиться. Офигенно, берем. Начинаем присоединять Владимир. Класс. Отлично. Присоединяем Владимир. Можно еще Суздаль сразу присоединить. Или вот Переяславль, например. Нет, Переяславль нельзя. По-моему, да. Суздаль. Давайте. Княжество Суздаль. Начало присоединения. Получается, минус 50 мы получим мнение ленников, да? Но... Зато за 5 лет мы присоединим. Погнали. Получается, Тверь, вассал Ярославля. То есть, если мы присоединим еще Ярославль... Можем так сделать? Или это будет уже слишком? Наверное, это будет слишком. Давайте не будем. Так, какую-то я битву выиграл там. Можете как-то от меня... Все. Значит, парламент завершился. Началось строительство кафедрального собора в Москве по удешевленной цене за 84 монеты. Супер. Сразу после Кремля построится. Опять не хватает красителей. Это уже невозможно. Может, тогда в Твери построить? Прибыли не будет, правда. Здесь горожан нету. Давайте в Твери построим. Сейчас только уже зима будет. Нам пора будет сваливать. Наш канцлер докладывает. Стригольничество. Христианство в опасности. Среди приверженцев этой группы распространяется новая ересь. Религия новая. Стригольничество. Жесть. Это плохо. Так, двигаемся дальше.
Давайте пригласим еще кого-нибудь в наш патриархат. Крепость Орешек. Блин, я помню эту крепость. Я там был, между прочим. Точно, я там на экскурсии был. Крепость Орешек. Точно, вот она. Офигеть. Это раньше была такая держава вообще, Орешек. Как же мне добыть красителей? Может, мне еще во Владимире и Ярославле построить? Давайте во Владимире построим, их как раз присоединяем. Пусть тоже делают красители. Обнаружена святая реликвия. Пушкина. О, шедевр создается в Москве. Творение регалии. +2 в сторону гуманизма, к сожалению. Либо сжечь эту ересь. Получаем религиозное влияние. Священники получают кучу удовольствия. И мы идем к духовности. Что значит регалии? И что они дают? Непонятно. Создается в Москве творение, да? Ну давайте создадим шедевр в музее. Все, погнали. О, обзаведитесь новым творением, ачивочка. Этому месту музея. Класс. А как посмотреть на него? На это творение? Это в культуре, наверное. В обществе, может. Нет? Народ, культура. Творение. О, мантия. Ничего себе, это была мантия. Мантия, Москва, шедевр, неизвестный творец. Офигеть. Повышает... Ой-ой-ой. Рост института дает. Повышает скорость обращения крестьян в рабочих и так далее. Класс. Не зря взяли. Все. Так, я думаю, что мы на сегодня будем заканчивать. Добьем уже Новгород в следующем выпуске. Всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Twitch, на YouTube. Всем удачи. Пока.